Теперь по поводу заработанных денег. Я уже раз 20 говорил на тренингах, еще раз повторюсь. Смотрите, что получается. Мы платим в сеть 50-70% денег. И вы сейчас стали зарабатывать деньги. Я вам расскажу, как правильно с ними поступать. Существует несколько способов вывода денег. Первый способ – без комиссии, самый удобный. Вы заработали 10 долларов, 100 долларов, 200 долларов, без разницы. На эти деньги вы купили продукт себе, либо клиенту, либо эти деньги вы продали партнеру. Курс у нас такой. Европа, Украина 1 доллар к доллару. Казахстан 1 доллар. Покупка и продажа 419 тенге. И в России 1 доллар 70 рублей. То есть вы покупаете и продаете согласно именно курса компании. То есть вот вывод денег всегда именно по такому курсу. Теперь смотрите, какой важный нюанс. Когда вы покупаете продукт либо себе, либо клиенту, либо партнеру продаете, у вас комиссия 0%. 0%. И у вас налог 0% и комиссия 0%. И это самый выгодный вариант. Дальше. Второй вариант. И третий вариант. Второй вариант. Вы выводите деньги через компанию. Получается, получается, работает бухгалтерия. На вывод денег бывает, смотря какая система, от 2% до 10%. Потому что вы, например, делаете вывод на PayPal. Это же ваш запрос. То там деньги теряются за перевод. Все знают, что комиссия берется, да? И вот некоторые люди зачем-то, например, поставили доллар, 10 долларов, 35 долларов, 70 долларов на вывод. Первое, вам это невыгодно, потому что потеряется комиссия 2-10%. Второе, бухгалтерия будет заниматься этим в районе недели. То есть документы обрабатывать. И плюс нужно правильно подать данные. Если какая-то цифра будет неправильна, то деньги будут отправлены. Получается, не тому человеку. Вина будет ваша. Поэтому вот этот вот случай, друзья, я бы вам на первое время бы не использовал. Потому что 1 доллар, 30 долларов, 100 долларов, это первое. Вы теряете время. Вы ждете, пока это выведется там в течение недели. Второе, теряются проценты 2-10%. Первый вариант очень удобный. Вывел 10, 100, 200 долларов, клиенту купил продукт, 0 налогов, 0%. Партнеру продал продукт, 0 налогов, 0%. Партнеру продал, себе заказал продукт, 0 налогов, 0%. Клиенту заказал продукт, 0 налогов, 0%. И продал доллары своему партнеру, либо клиенту, 0 налогов, 0%. Очень удобный вариант. Дальше. Второй вариант. Теряются проценты, 2-10%. Третий вариант очень удобный. Называется он корпоративный сотрудник. Есть у нас Иннокентий в России, есть у нас корпоративный сотрудник Гульнас, и есть у нас топ-лидеры. Мустафаева Элита, Айгуль, Маргарита, Николай Турышев.
То есть вы хотите, вот вторым вариантом, вывод денег через компанию, я бы вам не рекомендовал делать, потому что 1 доллар, 10 долларов, 30 долларов, но это, друзья, не те деньги, которые надо выводить. То есть это просто несерьезно для топ-лидеров мирового уровня выводить 10 долларов, 20 долларов, 30 долларов. То есть лидер мирового уровня, он не может это просто делать. Смысла нет. Это, во-первых, определенные операции, это время определенное. То есть для чего? Если у тебя лежит на счету 1 000 000 рублей на банковской карте, на твоей, да, и ты хочешь вывести 5 или 10 долларов, зачем? Смысла нет. То есть ты накопи сумму, купи продукт, либо докупи доллары, то есть у тебя лежит на счету 100 долларов, а продукт стоит 110 долларов, допустим. Ты докупи через корпоративного сотрудника или лидера определенное количество денег и купи продукт этими деньгами. Просто смысл гонять деньги туда-сюда, увеличивать работу бухгалтеров и свою, я не понимаю этого. То есть смотрите, второй способ. Ты выводишь деньги через компанию, но тебе же надо купить продукт. А у тебя, смотрите, продукт стоит, например, 117 долларов. Нет, 127 долларов с доставкой, например. А у тебя лежит, например, на счету 30 долларов. Зачем выводить из компании, если можно через корпоративного сотрудника купить, в данном случае, получается 97 долларов и купить продукт? То есть тебе же все равно надо продукт покупать. То есть первое, время компании экономите, бухгалтеров экономите и свое время, и деньги, и проценты не теряются. Третий вариант. Хотите вывести деньги, не выводите через компанию. Переведите корпоративному сотруднику Гульнас, Иннокентий 10 долларов, 50 долларов, 30 долларов, 100 долларов. И они у вас купят в этот же день в секунду. То есть не надо ждать неделю. То есть корпоративный сотрудник купит любой объем долларов. Николай Турышев, Маргарита Вельц, Гульнас, Иннокентий. То есть вам не надо ждать, первое, 5-7 дней бухгалтерию. Второе, вы за один день получаете любой объем денег, через корпоративного сотрудника выводите. Правильно, друзья? Вот. И в том числе, вы получаете деньги мгновенно, как на покупку, так и на продажу. То есть через корпоративных сотрудников вы можете купить любое количество кэшбэка и отдать любое количество кэшбэка. Вот так. Гена Лодочкин, вы сейчас не правы, вот. Смотрю, вы тут гадите и про батончики, и про все. Во-первых, я не позорник. Я от налогов людей не учу уходить. Кэшбэк официально не облагается налогом. И в данном случае позорник это вы, потому что кэшбэк никогда не облагается налогом. Речь идет о процентах, которые люди выводят. Вывод денег. Кэшбэк называется. То есть кэшбэк это они не теряют 2-10% на выводе. И вам, Гена, надо себя вести культурно и не оскорблять людей. А налоги, наоборот, мы платим. И всех партнеров учим платить налоги. Первое. Все деньги официально приходят в компанию. Компания во всех странах мира платит налоги за все объемы. Это раз. Потому что деньги приходят в компанию официально. Второй момент, о котором я как раз рассказываю, это пункт номер 4. Пункт номер 4. И сейчас я о нем расскажу. Это где вы получаете вывод денег в крупных объемах и платите, вы открываете ИП, у вас доход уже, например, 5000 долларов, 100 тысяч долларов, и вы выводите деньги через компанию,
на свой расчетный счет. И вы платите налог государству, потому что вы официально получаете зарплату. И поэтому, смотрите, мы-то как раз налоги-то и учим платить. И когда у вас доход стал 5 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, вы открываете расчетный счет ИП, мы заключаем с вами договор, мы переводим вам деньги, вашу зарплату на ваш расчетный счет, и вы официально платите налог внутри вашего государства. Вот. А кэшбэк – это деньги, полученные именно на продукт, они никогда не в банках. Вот Альфа-банк, у него есть кэшбэк. Кэшбэк никогда не является налогообложением. Кто меня сейчас это понимает? То есть получается именно кэшбэк, все мы прекрасно понимаем, что он не является налогообложением. И когда вы его выводите, кэшбэк, тогда он именно, то есть вы же кэшбэком можете что, воспользоваться? Вы можете купить продукт, вы можете кэшбэк передать, вы можете передать право на кэшбэк. Есть, например, авиакомпания Аэростана, Аэрофлот, у них есть кэшбэк, называется мили, баллы. Так вы же за мили никогда налог не платите. И я нормально, друзья, именно, то есть аргументирую и показываю вам правильные схемы. Все согласны, друзья? Вот. И что я хочу сказать, друзья. Поэтому смотрите, если вы хотите правильно трудиться, первое, вы должны понимать, что кэшбэк, который вы выводите 10 долларов, он тоже подлежит налогообложению. Но смысл выводить кэшбэк, если вы можете на кэшбэк купить продукт. Вот это вот важный момент, друзья. То есть любые деньги, которые приходят к вам на счет, на банковскую карту, они подлежат именно с точки зрения государства налогообложению. И вы выводите 10 долларов, 20 долларов. Зачем? То есть первое, вы попадаете уже под статью, налогообложение. А если вы не выводите 10, 30, 50 долларов, а докупаете кэшбэк, либо права передаете кэшбэка, мили, вот в Аэрофлоте, в Аэростане, друг другу передают. И за кэшбэк никогда налог не платится. Поэтому вы передавайте кэшбэк между собой. У одного, например, кэшбэк лежит 100 долларов, у вас 20 долларов. Ему надо докупить, он вам переводит. То есть вот так вот грамотно должно все это быть. То есть поэтому не надо лидерам мирового уровня делать вот такие вот дополнительные действия и привлекать свое внимание в разных странах мира. Так что давайте повторю. Первый вариант вывода денег – это ваш кэшбэк. Получается 10 долларов, 100 долларов, 200 долларов. Не рекомендую выводить, потому что вы эти деньги купите продукт, и получается вы на кэшбэк купили продукт, это не подлежит налогообложению. Дальше, клиенту купили продукт, тоже не подлежит налогообложению. Себе купили продукт, тоже не подлежит налогообложению. Далее, отправили кэшбэк своему партнеру, а он вам в офисе отдал, например, наличку. Тоже не подлежит налогообложению. Дальше, курс 1 доллар к доллару 419 тенге 70 рублей. И кэшбэк на обмен и на продажу между собой. Все, налог 0, потому что кэшбэк не подлежит налогообложению. И проценты, банковские переводы 0. Второй вариант. Вы поставили вывод в компании своего кэшбэка. 2-10% будет потеряно на PayPal, там вообще от 5 и выше. То есть вы поставили 100 долларов или 1000 долларов, вам уже придет примерно 930-950 долларов. То есть вы должны это понимать. Кэшбэк
PayPal бесплатно деньги не посылает. Кто меня понял? То есть получается, что именно PayPal же бесплатно деньги не посылает, и он, представьте, с вашего кэшбэка возьмет, друзья, денежку. А еще потом вас могут попросить отчитаться за этот приход денег. Ну, вам же пришли деньги, они спросят, а почему они пришли? Ну, то есть разумный же, да, такой момент. Кто меня понимает? И вот несколько человек поставило на PayPal, мы, если вам надо, переведем. Но будет потеря в процентах. Сразу предупреждаю. Вот. Также там одна женщина в России зачем-то поставила там на карту банковскую $170. Непонятно зачем. Если на эту сумму бы купила продукт. Если надо, переведем. Но к вам будет сразу вопросы. Первое, проценты потеряются. Второе, на основании чего пришли деньги. То есть это нужно понимать. То есть, поэтому вот я вас учу. Экономить ваши же деньги. Мне без разницы. Я могу вам $10 перевести, $100 перевести. Для меня это не проблема. То есть у меня вообще проблем с деньгами нет, друзья. Мы та компания, которая выплачивает бонус жизни не 15 числа, а 1. Мы 15 дней ваши деньги не крутим. Мы компания, которая за бинар платит в течение часа. Все компании платят в течение 2 недель. А мы вам платим в течение часа бинар. Поэтому у нас проблем с деньгами нет. Но я бы попросил именно уведомить всех ваших людей, чтобы они не делали, первое, нагрузку дополнительную на бухгалтерию, потому что для меня, как для предпринимателя, вообще непонятно, что такое $5, $20, $30. Мне это, неуместно для меня это. Я считаю, это неправильно. Если я предприниматель, я наоборот должен здесь покупать, влаживать, крутить в этом плане. Ну и зачем терять дополнительные проценты на вывод денег? Я, кстати, это уже говорил много раз. Дальше идем. Получается, второй вариант. Без проблем выводим, 2-10% теряется комиссия, и вам надо будет отчитаться в налоговой, за что вы получили $10. $30, $100. Все. То есть вы свой кэшбэк отправили, без проблем, проценты потеряли и еще должны отчитаться в налоговой. Проблем нет. А третий вариант очень удобный. Это где проценты не теряются, и вы $10, $15, $20 докупаете кэшбэка. Либо партнеру переводите. Ну вот третий вариант, корпоративный сотрудник. То есть если вывод денег делается 5-7 дней через бухгалтерию. Ну, все, кто на работе работал, вы понимаете, что такое бухгалтерия. Работа с деньгами, да? А вот через корпоративного сотрудника в течение нескольких часов, в течение дня. Здорово? Да, друзья? Вот. И вот сегодня Туяра Жиркова $1000, вот видите, $1000. Через корпоративного сотрудника попросила, и ей сразу же 70 000 рублей отправили. В течение часа. То есть она не ждала 7 дней. Она получила $1000 в течение часа. Поняли идею? То есть я не против вас, я за вас. Я хочу научить вас культуре обращения с деньгами. Правильной культуре обращения с деньгами. Это очень важный нюанс, друзья. Кто со мной согласен? То есть культура обращения с деньгами – это очень важный момент. Если люди научатся, то у них будет большой рост. Все согласны? Все согласны. Идем дальше. И четвертый вариант – это вы заключаете с нами договор. Вы зарабатываете $5000, $100 000 в неделю. Вы
делаете запрос в бухгалтерию через корпоративного сотрудника, что вы хотите вывести 5000 долларов, 100 тысяч долларов. А мы у вас берем банковские данные, перепроверяем, заключаем с вами договор. На основании чего мы вам деньги переводим? Мы переводим вам на ваш банковский счет, а вы платите налог. 6% упрощенка в России, в Казахстане 3% до 70 миллионов, потом больше. И вы платите налог. Вот это правильно. Вот это правильно. Поэтому просьба не нагружать компанию по каким-то вот таким мелким суммам. Потому что я считаю, что это несерьезно. Вот. И неправильно. Потому что есть корпоративные сотрудники, которые могут решить этот вопрос. Зачем бухгалтеров дергать по 20-35 долларов? То есть просто непонятно. Если все равно надо купить продукт. Надеюсь, вы меня поняли. Обид нет. Мы взрослые люди. И бизнес надо вести серьезно. И вы прекрасно понимаете, что бизнес начинается с больших сумм. Представьте, 2000 человек поставит по 15 долларов на вывод. Вы хоть представляете, какой это объем труда для бухгалтерии? Представьте, обработать 2000 заявок в неделю по 15 долларов. Но это просто очень большой объем работы. А если бизнес будет расти, и 10 тысяч человек в неделю поставят по 15 долларов. Вы вообще хоть примерно нагрузку понимаете? Хоть примерно. Обработать 10 тысяч переводов по 15 долларов. Когда все равно эти деньги нужно потратить на продукт, и эти же деньги можно докупить, либо кэшбэк направить другому человеку. Надеюсь, этот вопрос исчерпан, и я вам ответ дал 4 варианта. Если понятно, то понятно. Если непонятно, будем работать по вашим правилам. То есть вот так. Теперь смотрите. Про доходы, как получать, рассказал. Дальше, как вы видите, мы работаем официально. Поэтому мы требуем договор с вами на получение денег. То есть мы вам должны платить деньги официально. Поэтому мы как раз говорим о том, что мы налоги платим официально, и мы на основании чего должны платить деньги? На основании договора оказания услуг. Все, вы меня поняли. Потому что мы компания, которая пришла надолго, навсегда. И мы хотим работать легально, официально, прозрачно, честно, этично в этом плане.